Привет, ребята! В этом выпуске мы посмотрим на очень древний храм, который называется Виранараяна. На самом деле этого храма даже не должно было существовать. Он должен был быть полностью разрушен и стерт с лица земли. Но есть некоторые скрытые тайны, благодаря которым он все еще стоит, даже после столетий разрушений. Некоторые специалисты утверждают, что этот храм не подвергался нападению захватчиков. Но они ошибаются. Сосредоточьтесь на лицах резных фигурок. Все лица были изуродованы. Без исключений. Вы видите, что это тщательная спланированная порча всех резных фигурок. Это явный пример разрушения захватчиками потому, что они искренне верили, что идолопоклонство – это неправильно. А им самим запрещено не только изображать лица, но и смотреть на изображение лица. Они считали это злом. Вот почему все лица были тщательно соскоблены. Это не случай естественной эрозии. Природа не фокусируется только на лицах. Она уничтожила бы все части тела. Классический пример обезображивания – это прекрасная дама. Ей полностью отбили нос. Ей отбили губы и затерли глаза. Сегодня мы иногда видим в новостях, что какую-то женщину изуродовали, облив кислотой. Иногда женщин калечат специально, чтобы унизить их. А здесь мы видим древнего предшественника кислотных атак. И эта статуя, в отличие от человека, останется на тысячи лет как свидетельство ненависти. Но захватчики не просто случайно разрушили этот храм. Это было спланированное разрушение. Посмотрите наверх. На башню. Это действительно ошеломляет. Люди, которые разрушали этот храм, проявили невероятную самоотверженность. Они даже забрались на вершину башни и разрушили там статуи. Так что это была явно спланированная операция. Мы ясно видим, что они использовали лестницы, чтобы подняться наверх, и они использовали топоры, чтобы уничтожить все эти статуи. Как видите, захватчики добрались почти до всех статуй. Но даже тогда они не смогли разрушить архитектуру храма. Подумайте об этом. Ведь вместо того, чтобы портить все лица одно за другим, они могли полностью убрать все каменные блоки и полностью разрушить этот храм. Но они смогли только поцарапать поверхность. Они не смогли снять с этого храма ни одного каменного блока. Но почему? Что же происходит, когда страстная разрушительная сила встречается с передовым неподвижным объектом? Вот вам результат. Храм Виранараяна является ключом к созданию нерушимых мегалитических сооружений. Если архитекторы хотят строить сооружения, которые будут служить вечно, им следует приехать и изучить, как древние строители собрали здесь каменные блоки. Даже сегодня из этого храма невозможно убрать ни одного каменного блока. Потому что каждый блок соединяется с большим количеством соседних блоков несколькими видами креплений. Чтобы снять всего один блок внизу, надо разобрать весь храм, начиная сверху. А на это могут уйти годы. Сначала следует открутить верхний блок винт, а потом уже начинать все разбирать. Конечно, строительство начиналось с уровня земли. Давайте сначала посмотрим, как эти блоки соединены. Какую секретную технологию соединения каменных блоков использовали древние? Вы что-нибудь видите? Но если присмотреться, обнаруживается и технология крепления. Здесь вы можете увидеть прямую канавку, которая проходит через оба каменных блока. Для чего это? Хотите верьте, хотите нет, но сегодня это самая современная технология в хирургии. Сегодня хирурги и врачи больше не используют нитки для сшивания кожи. Они сшивают кожу медицинским степлером. И хирурги говорят, что это намного лучше, чем наложение швов нитками. И это именно то, что мы видим здесь. Древние строители именно так и скрепляли эти каменные блоки вместе. Смотрите! Эта технология сшивания не просто видна на одном-двух каменных блоках. Ее можно увидеть почти на всех каменных блоках на уровне основания. Каждая скрепка степлера соединяет два каменных блока. А из чего же сделаны сами скрепки? Это железо.
Для соединения этих блоков использовались сплошные железные полосы. Здесь вы видите половину скрепки, которая все еще не тронута. Этот артефакт, ребята, был вставлен по крайней мере 800 лет назад, и он до сих пор на месте. Другая половина отломана, но эта часть все еще цела. Вы даже можете услышать звук, когда я стучу по ней. Это фантастика. А здесь видна почти вся скрепка. Почти вся железная полоса на месте, и только в одном месте она сломана. Это ключ к тому, почему каменные блоки остаются неподвижными. Вы видите, что каждый каменный блок скреплен скобами с одной и с другой стороны. Так что сдвинуться блоку просто невозможно. Это очень прочная технология крепления. Посмотрите сюда. Нам повезло, мы можем увидеть трехмерное изображение поперечного сечения этой технологии. Опять же потому, что захватчики пытались разрушить этот каменный блок. Вы видите глубину крепления? Скоба степлера, если можно так выразиться, вошла в каменный блок как минимум на 3 сантиметра. У нас не было бы возможности это увидеть, если бы кто-то не попытался разрушить эту каменную глыбу. Здесь следует отметить, что захватчики определенно удалили большую часть этих скоб потому, что металлические полоски просто так не исчезают. Напомню, что это самые первые каменные блоки, поставленные на уровне земли. Внутри также будет много таких скоб, соединяющих каменные блоки внутри храма. Поэтому эти скобы невозможно удалить, пока вы не начнете демонтировать этот храм сверху вниз. Но шивание – это не единственная технология крепления, которую использовали древние строители. В каменных блоках есть таинственный элемент, который я не могу полностью объяснить. Здесь вы видите такой каменный блок. С этой стороны есть отверстие. И с другой стороны есть отверстие. Я нашел чудо-инструмент, чтобы все продемонстрировать. Смотрите. Если я вставлю этот инструмент в это отверстие, то он пройдет насквозь и выйдет через другое отверстие. Но вопрос зачем? Как они использовали эти отверстия? Но тайна становится только глубже. Здесь видно отверстие, просверленное в одном блоке, а если посмотреть дальше, то мы видим еще одно отверстие в другом блоке. Если вы посмотрите на каменные блоки на другом уровне, вы снова увидите просверленные отверстия. Вы сможете увидеть эти необъяснимые отверстия по всему храму. Эти отверстия, должно быть, служили важной цели, особенно при креплении и соединении блоков между собой. Неужели через них пропускали металлическую проволоку и связывали блоки? Как они использовали эти отверстия? Здесь вы можете увидеть этого Гаруду, орла, подобного богу. Сразу же ваши глаза притягиваются к этим двум шестеренкам с каждой стороны. Но если посмотреть здесь, то можно увидеть еще одну увлекательную технологию крепления. Здесь есть каменные штифты, вставленные с обеих сторон, чтобы надежно закрепить статую. Это как современные болты и гайки. Они забивали небольшие цилиндрические каменные блоки в отверстия, чтобы закрепить барельеф. Это уникальная технология крепления. Те, что вы видели, были очевидными каменными колышками, забитыми сквозь статую. Но в этом храме полно таких скрытых колышков. Смотрите внимательно. Пока я иду и снимаю основание храма, это просто выглядит как выровненные каменные блоки. Но здесь вы можете увидеть большой каменный колышек. Эти каменные колышки плотно удерживают большие каменные блоки. После установки гигантских каменных блоков эти каменные колышки были забиты, чтобы каменные блоки больше никуда не двигались. После того, как эти колышки забиты, больше невозможно как-то двигать каменные блоки. Если вы внимательно осмотрите основание храма, вы поймете, почему его нельзя было разрушить. Давайте посмотрим на основание с верхнего уровня. В первом слое находятся гигантские каменные блоки с выступами, напоминающими зубья гигантских шестерен. Можно также сказать, что они напоминают цветы лотоса. Ниже вы можете увидеть еще один набор каменных блоков. У них есть маленькие зубья шестерен, похожие на выступы.
Обычно инженеры думают, что основание должно быть как можно шире потому, что чем больше площадь основания, тем стабильнее становится конструкция. Но здесь все наоборот. Древние позаботились о том, чтобы выступы расширялись наружу, но внутри блоки остаются довольно узкими. Это загадочная технология строительства. Я думаю, что все эти блоки связаны с технологией блокировки, сшивания, а также использования каменных колышков. А блоки, которые ниже, они еще более причудливые и странные. Они похожи на широкие песочные часы или ласточкин хвост, и они снова выступают наружу, но внутри они более узкие. Последний слой внизу выполнен из широких блоков с множеством углов. И поскольку это выглядит так сложно, вы можете подумать, что это случайная укладка каменных блоков. Но нет. Каждый блок и его соосность были спланированы и выполнены точно, до миллиметра. Посмотрите на эти линии. Они были нанесены, чтобы указать, где должен быть размещен следующий уровень каменных блоков. Это показывает, что они точно знали, что делать. Камни какой формы должны быть размещены сверху и где они должны быть размещены. Итак, кто же были архитекторы этого великого храма? Некоторые эксперты утверждают, что он был построен дуэтом из отца Джаганачарьи и сына Даканачарьи. Но священник этого храма говорит, что доказательств этому нет. В этом храме есть несколько надписей, и ни в одной из них не упоминаются эти имена. Тот, кто построил этот храм, предсказал, что когда-нибудь придут люди и разрушат его. Поэтому они построили его, чтобы бросить вызов потомкам. Они позаботились о том, чтобы храм простоял вечность. Люди могут приходить и уходить, но этот храм будет стоять вечно. Даже сегодня из этого храма невозможно убрать ни одного каменного блока. Эксперты подтвердили, что единственный способ удалить хотя бы один каменный блок из основания – это начать с вершины башни и постепенно удалять каждый каменный блок. Но захватчики преуспели в одном конкретном аспекте. Индусы верят, что разрушенные резные фигурки – это оскверненные резные фигурки. А это означает, что они больше не священны, и им больше нельзя поклоняться или даже смотреть на них. Даже сегодня индусы верят, что когда идол или резьба разрушаются, они теряют свой духовный аспект. Если храм подвергается нападению, индусы думают, что его духовность и вибрации также разрушены, поэтому они перестают ходить в этот храм. Это убеждение стоит изменить. Из-за такой веры этот великий храм посещает очень мало людей. Если у вас когда-нибудь будет возможность, обязательно посетите этот храм и насладитесь его красотой и архитектурой. Ваши мысли мы ждем в комментариях. Меня зовут Правин Махан. А в мире еще много загадок, но в один ролик они все не поместятся. До новых встреч! Спасибо за просмотр. Все ссылки на источники информации в описании под роликом. Так что пишите комментарии, жмите на пальцы, делитесь этим видео с друзьями, подписывайтесь на канал, ну а мы пока поищем что-нибудь интересное для следующего ролика. Монтаж, перевод, озвучка и анимация студии Эльмукон.